Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваши отзывы, пожелания. Я сегодня к вам вот с такими ниточками такого интересного секционного окрашивания. Мы с ними уже работали. Ну и с новым узорчиком. Новички, кто еще не работал с данными ниточками, смотрите. Называются они Alize Super Lana Classic. Идем дальше. В моточке 100 грамм, в 100 граммах 280 метров. По составу 75% здесь это акрил, 25% это шерсть. И нам советуют производители, кручу-верчу, да, смотрю, вот, нам советуют производители брать крючок троечка или четверочка. Сразу же назову цвет, пока не забыла. 29,70. И крючок у меня для этой пряжи, смотрите, 3,5 миллиметра. Вы точно так же берете свою пряжу, не только такую, которую показываю я, а свою пряжу. Подбираете правильно под нее крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Так, смотрите, начну сегодня вязание свое с такого интересного серо-зеленого цвета. Дальше будем смотреть, как в процессе вязания цвет ниточки будет меняться. Я сегодня прикладываю к узорчику схемку. Схемка очень хорошего качества, отлично читается. Даже те, кто не умеет вязать по схемкам, все поймут и разберутся. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика 10 петелек. Давайте в силу того, что ниточка потолще, я наберу 2 раппорта, это будет 20 воздушных петелек. И еще дополнительно 2 петельки, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Итого я набираю 22 воздушные петельки, а вы в свою очередь набираете столько, сколько вам будет удобно. Итак, для начала все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы эту петельку не считаем. Далее провязываю я 22 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, по узорчику сразу же делаем воздушную петельку, так, отсчитываем от крючка вторую петельку 1, 2, во вторую петельку вот так вот нырнули и провязали столбик без накида. Есть. В следующую петельку по порядку точно так же ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. В следующую петельку нырнули и провязали столбик без накида. На схемке видите, да, столбики обозначаются крестиками. Именно столбики без накида. И вот так вот шагаете до конца вашей цепочки, сколько вы набрали, да, провязывайте до конца ряда. Не сложно, не сложно. Вот такая вот интересная получается у нас змейка, шнурочек, да. Все, давайте до конца ряда самостоятельно обязательно просчитывайте, сколько вы набрали петелек в цепочку, столько должно быть столбиков. Все, встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот я провязала столбики. Вот такой вот интересный червячок, да, получается, столбики без накида. Далее что мы делаем? 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. И в следующий столбик, в следующий нырнули и провязали столбик с накидом. Есть. Далее, смотрите, делаем 2 накида. Пропускаем 2 столбика. И в третий столбик нырнули и провязали столбик с 2 накидами. По 2 петельки, несложно. Видите, у нас столбик наклонился. 2 накида. В следующий столбик провязываем точно так же столбик с 2 накидами по 2 петельки. Теперь у нас 2 столбика, видите, так вот наклонились. Далее 2 накида, и мы возвращаемся вот к этим 2 столбикам, которые мы пропустили. Видите? 1, 2. Вот, ко второму столбику. И обязательно, смотрите, какое условие. Мы заходим сзади, видите, за столбиками. Беремся за верхушку столбика без накида, беремся поудобнее. И вытягиваем ниточку, провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. У нас как бы получился вот такой крестик, да? У нас еще один столбик есть, который мы пропустили. Мы его провязываем. 2 накида, точно так же сзади заходим в этот столбик без накида, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. То есть вот так вот сейчас выровняем, смотрите,
крестик, видите? Столбики с двумя накидами и за ними тоже столбики с двумя накидами. Идем дальше. Опять делаем 2 накида. Пропускаем точно так же 2 столбика. В третий столбик провязали столбик с двумя накидами. По 2 петельки. Здесь вообще не сложно. 2 накида. И точно так же в следующий столбик провязываем столбик с двумя накидами. Есть. Еще одни столбики у нас наклонились, да, влево. А теперь смотрите, какая особенность. 2 накида делаем. Мы возвращаемся точно так же к пропущенным нашим столбикам, но здесь мы возвращаемся спереди. То есть вот перед столбиками. Понятно? Это обязательное условие. Поэтому беритесь, как вам будет удобно. Вот таким вот образом. Оп. Нырнули в столбик, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки столбик с двумя накидами. Есть. Видите? Столбик у нас получается перед нашими столбиками. 2 накида. Вот у нас еще один столбик без накида. Точно так же в него аккуратненько ныряем. Беремся так, как нам удобно. И провязываем столбик с двумя накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Итого у нас, смотрите, получается 2 крестика. Да? Видите? Передние столбики смотрят как бы справа налево, да? Так вот если назвать. А эти, наоборот, слева направо. Идем дальше. Следующие 2 столбика провязываем обычными столбиками с накидом. Раз столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Понятно? Дальше будет повторение. Опять провязываем 2 крестика. 2 накида. 2 столбика пропустили. В третий провязали столбик с двумя накидами. Раз. В четвертый столбик провязали столбик с двумя накидами. 2. В данном случае мы провязываем вот эти столбики, которые пропустили, мы шагаем за столбиками. Это обязательное условие. Есть узорчики, где вы можете как хотите делать, да? А в данном случае, в данном узорчике, вначале мы провязываем за столбиками, а потом перед столбиками. 2 накида, еще один столбик за столбиками и провязываем столбик с двумя накидами. Вот. Крестик наш еще один готов. Опять делаем 2 накида, пропускаем 2 столбика, раз, 2, в третий провязываем столбик с двумя накидами и в четвертый провязываем столбик с двумя накидами. А теперь мы возвращаемся вот к этим 2 столбикам, которые мы пропустили спереди, перед столбиками. 2 накида перед столбиками, вначале в первый столбик без накида нырнули, взялись поудобнее, чтобы нам было удобно вязать, и провязываем по 2 петельки столбик с двумя накидами. 2 накида, вот еще один столбик, точно так же в него нырнули и провязали по 2 петельки столбик с двумя накидами. Вот у нас опять 2 крестика, видите, и смотрят они в разных направлениях. Все, и у нас с вами получается остаются 2 столбика, и мы их просто провязываем столбиками с накидом. Раз. И там, где была петелька подъема, помните, тоже. Оп. Все. Мы с вами вместе дружно провязали ряд нашего узорчика. Не сложно? Думаю, не сложно. Идем дальше. Итак, дальше 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот, накид. И сюда же в верхушку, получается, следующего столбика провязываем столбик с накидом. То есть у нас 2 столбика с накидом, мы над ними провязали 2 столбика с накидом. Ничего сложного. Далее 2 накида, опять наши 2 столбика пропускаем, а третий и четвертый провязываем столбики с двумя накидами. Итак, третий столбик с двумя накидами и четвертый столбик с двумя накидами. 2 накида, точно так же провязываем 2 столбика, которые мы пропустили. Вначале мы шагаем за столбиками, вот таким вот образом, за столбиками, беремся поудобнее и провязываем столбик с двумя накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 накида и опять возвращаемся. Вот наш столбик, который мы один пропустили еще, да? Вот мы к нему возвращаемся сзади, беремся как нам удобно
И провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. У нас сформировался еще один крестик. Видите? Особенность какая? Что у данных крестиков, видите, вот эти столбики, они не переплетаются как косичка, да? Бывают узорчики, когда мы переплетаем их специально. В данном случае нет. Понятно? То есть они у нас идут по верху вот таким зигзагом. Дальше будут идти. Идем дальше. 2 накида. Точно так же пропускаем 2 столбика, 3 и 4 провязываем столбиками с 2 накидами. Раз, 2. А в данном случае вот наши столбики находятся вот эти вот спереди. Мы должны точно так же повторить зигзаг и провяжем столбики, следующие 2 столбика спереди. Вот таким вот образом, видите, спереди идем. Вначале в первый столбик, беремся аккуратно, удобно и провязываем по 2 петельки, столбик с 2 накидами. 2 накида и вот еще один столбик, который мы пропустили. Точно так же получается, в его верхушку ныряем и провязываем еще один столбик с 2 накидами. Есть. По итогу мы с вами повторили точь-в-точь, как мы провязывали первый ряд. Поняли? И в итоге у нас получается, как видите, X. Да? А с обратной стороны, если мы перевернем, то здесь мы видим ромбик начинает формироваться. Когда узорчик подрастет, будет очень четко видно. Дальше идем. Вот у нас стоят 2 столбика с 1 накидом. Мы провязываем точно так же 2 столбика с 1 накидом. Все, поняли, да? Дальше следующий получается X и следующий ромбик провяжите самостоятельно. Точно так же. Ничего сложного. В конце ряда я вас встречаю. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали, получается, наши столбики. С этой стороны, если внимательно посмотреть, формируются крестики. Так, если вы вяжете вместе со мной, у вас формируются с этой стороны крестики. А с другой стороны, когда перевернем, формируются, ну, назовем тогда ромбики рисуются. Вот, ромбики рисуются. На самом деле, это один и тот же ряд мы с вами провязываем. Все одинаково. Каждый ряд будет повторяться одинаково. За счет этого будут вырисовываться с одной стороны крестики, с другой стороны будут ромбики. А по итогу вот такие вот зигзаги будут идти. Зигзаги, зигзаги. Все. И дальше точно так же. 3 петельки подъема, поворот. Во второй столбик провязываем столбик с накидом. И точно так же 2 столбика пропустили, с третьего начинаем провязывать столбик с 2 накидами. Вы здесь не запутайтесь, в какую сторону нужно делать именно спереди, либо сзади провязывать. Вот перед вами, видите, столбики тут? Они все спереди. Значит, мы сейчас провязываем сзади. То есть мы сохраняем нашу, так скажем, рельефность. Мы провязываем сзади столбики с 2 накидами. Все, и не запутайтесь. Следующий столбик. На самом деле ничего сложного здесь даже нет. Вы приноровитесь и будете провязывать очень быстро эти крестики. Следующий крестик. Опять 2 столбика пропустили. С третьего провязываем. Столбик с 2 накидами. И столбик с 2 накидами. Все. И вы видите, что у вас вот эти вот, получается, столбики идут как бы выпуклые. Значит, следующие столбики вы провязываете перед столбиками. Захватили поудобнее и провязали. Ну, запутаться здесь надо постараться, да? Конечно, есть узорчики, в которых косички провязываются. То есть эти столбики, они переплетаются между собой. Нам этого не надо. Мы будем делать зигзаги. Вот. Понятно? Видите? И опять 2 столбика с 1 накидом. Все. Повторяйте до нужного вам размера вашего образца один и тот же ряд. И у вас начнет формироваться красивый, объемный, рельефный узорчик. Итак, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Я в свою очередь посмотрю, как у меня будет меняться цвет ниточки. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. Ромбики, крестики с одной стороны и с другой стороны. Видите, как вам? Здорово. И несложно, да? Всего только один ряд. Смотрите, в моем случае узорчик очень хорошо вот так вот тянется. Видите?
И переход цвета пошел небольшой, конечно, да, от темно такого серо-зеленого, потом такому серо-синему, потом немножко голубенький, бежевый. Ну, а после бежевого должен пойти розовенький, вот такой светленький, темненький и так далее. Но это мы уже оставим на следующий узорчик, да. Если вы вязали данным узорчиком, рассказывайте, что вязали. Очень будет интересно. Ну, конечно, из данной пряжи, да, из вот такой вот, ну, все-таки более зимней, конечно, это вяжется преимущественно шарфы, кардиганы, различные жилеточки и так далее, и так далее. Но пробуйте данный узорчик и на другой пряже, и на летней, да, и на более толстой. Пробуйте, экспериментируйте. В любом случае, один и тот же узорчик из разной пряжи смотрится по-разному. Давайте замерим. Итак, я сегодня набирала, получается, 22 воздушные петельки. Ну, допустим, моя плотность вязания, да, мой крючок. То есть у всех разная плотность вязания, разная пряжа. То вот 13,5 сантиметров. И здесь получается по крестикам, если будем считать. Ну нет, по столбикам. Смотрите, удобно по столбикам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 рядочков. И самый первый, который был столбиками без накида, 9. Давайте замерим. Сколько же это будет? 12, смотрите, сантиметров. Здорово? Я думаю, что здорово. Вот такие вот получаются высокие у нас столбики. Как вам? Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Делитесь с друзьями, с подружками. Сохраняйте себе в плейлисты. И заглядывайте по плейлистам на моем канале. Тоже много-много узорчиков, много интересного. Не пропустите. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.